Всем привет, с вами Ганзи. И это новая серия сюжета «Цепи судьбы», и она длинная. Ну и многие, наверное, в курсе, что это благодаря этому чуваку. А вы не забывайте продолжать писать комментарии и ставить свои лайки. И самое главное, залетать к нам в телеграм-канал, потому что это очень важно, и вдруг, если что случится, мы будем в первую очередь на связи там. Мы сможем там связаться ежесекундно. Поэтому залетайте. И давайте уже скорее начинать. «Цепи судьбы», 41 часть, длинная. Глава 41. Неожиданное подкрепление. Мое сердце охватывали разные чувства. Сейчас я на пути к дому, своим друзьям, семье и любимому человеку. Однако, чтобы достичь желаемого, нужно пройти последнее испытание. Люди, что позади меня, месяцами выдерживали невзгоды и тяжелые бои, лишь бы выжить на территории врага. Они пошли за мной, осознавая риск, и теперь я должен применить все свои знания на практике, чтобы не дать им погибнуть. «Нянята, мы уже близко?» – спросил я, чувствуя, как нарастает напряжение. «Не, ты спрашивал 10 минут назад. Да, мы уже рядом с тем местом». Я выдохнул. Как назло, в голове было настолько быстрый каскад мыслей, что я едва мог уцепиться хотя бы за одну из них. Как действовать? Куда направить отряд? Когда реализовывать свой фактор неожиданности? Все эти вопросы застряли огромным комом. Даже дышать стало как-то труднее. Черт подери. Пока я размышлял на ходу, мой Ненека резко затормозил на окраине леса. Быстро придя в себя, я поднял руку вверх, приказывая отряду остановиться. «Фух, вот мы и на месте», – проговорил Нянята, пытаясь отдышаться. Я быстро отодвинул ветки кустов и выглянул за пределы леса. Мы находились на холме, который имел крутой спуск вниз. Далее шло поле, распростертое вплоть до самых гор. Мой глаз уловил небольшие вспышки света рядом с ними. «Бинокль!» Айба тут же подал мне его. Я тщательно рассматривал местность, пытаясь понять, что же такое привлекло мое внимание. Я не прогадал. Вдалеке уже вовсю шла битва. У подножия горы сражались бойцы, очевидно под командованием Какаши. Трудно сказать, насколько успешным было нападение, но простым его явно не назовешь. На самой горе находилось довольно большое плато, на котором располагался опорный пункт противника. Имея преимущество в высоте, враг использовал техники земли и огня, чтобы обрушивать на наступавших шквал своих атак. Обойти их было бы крайне трудно, ведь эти горы растянуты на довольно продолжительное расстояние. Более того, такую попытку сразу же засекли бы. Видимо, Какаши рассчитывает, что я смогу найти способ нанести удар с тыла, пользуясь своим местоположением. «Капитан!» – вывел меня из размышлений Айба. «Битва уже началась, нам нужно помочь союзникам!» «Я знаю, только спуститься вниз значит дать себя обнаружить. Для нас это непозволительная роскошь!» Я слегка прикусил губу. Действительно, нас сразу заметят и не дадут приблизиться. Этот пункт имеет довольно хорошую позицию. Я еще раз взглянул в бинокль, рассматривая территорию. Обрабатывая в голове все полученные знания из книг и личного опыта, я быстро пытался увидеть ту самую слабую точку в их обороне, и она нашлась. Между двумя участками гор, что были ближе к нам, находилась небольшая гряда, смахивающая на тропинку, но чтобы туда попасть незамеченным, нужно полностью отвлечь внимание противника. «Вы тоже ее заметили?» – спросила Кая, задумчиво почесывая подбородок. «Это наиболее разумный вариант. Да, только даже если туда удастся попасть, с нашими немногочисленными силами этот пункт попросту не взять». А он обязательно нужен нам целым?» Мерзко улыбаясь, процедил Акая. «Думаю, никто не обидится, если его не станет», проговорил я, примерно догадываясь, что имеет в виду Нара. «Правда, нам понадобится огромный запас чакры, чтобы реализовать задуманное. Бойцы еще не оправились до конца, так что это уже проблема». Я повернул голову и увидел членов своего отряда. Ребята и правда выглядели довольно истощенными. Несмотря на то, что их глаза пылали уверенностью, в этот момент моя рука будто бы инстинктивно потянулась в сумку, которая висела справа на пояснице. Меня осенило. Я достал небольшой запечатанный свиток и протянул его Акая. «Капитан, что в этом свитке?» – спросил тот, рассматривая предмет. «Наш путь к победе. Там запечатано огромное количество техник огня. Их мощи должно хватить на большой фейерверк». «Ну зачем вам такой свиток?» – присоединился встревоженный Айба. «Скажем так, я практиковался. Это тот свиток, который сделал для меня Минато-сенсей.
Его качественная работа рассчитана на запечатывание довольно мощных техник. Я же время от времени практиковался, дополняя его и испытывая лимит возможных запечатанных техник. Честно говоря, я и сам боюсь его распечатывать, потому что сбился со счета. Мой учитель явно мастер своего дела. «Что-то мне не внушает это доверие», – запинаясь, причитал Айба. «Эй, я хоть раз вас подводил?» – спросил я, ухмыляясь. «Ха, и то верно», – согласился Акая, положив свиток за спину. «Я возьму с собой 10 человек. Так нам будет проще остаться незамеченными, но понадобится прикрытие. Предоставь это мне», – ответил я, положив руку на его плечо. «Пусть Хисао внимательно следит за мной и противниками. Как только я с остальными совершу отвлекающий маневр, дуйте туда. Времени у вас будет немного, поэтому действуйте быстро». «Есть, капитан. Я хорошо изучил ту местность по карте. У меня есть варианты, как быстро добраться до цели». «Отлично. Я верю в тебя, Акая. Сейчас нам нужен твой мозг, как никогда». «Что-то вы защитились комплиментами, Кэп. После таких слов придется даже постараться». Я искренне улыбнулся, хоть внутри меня бушевала тревога за их жизни, ведь нет никакой гарантии, что все пройдет гладко. Однако у меня также нет выбора. Сейчас, когда нужно действовать быстро, я не имею права на сомнения. «Айба, собирай всех, кто способен сражаться. С остальными оставь Юрьянина. Мы выдвигаемся», – скомандовал я. «Принял». Через минуту группы сформировались. Так как тяжело раненых было 7 человек, со мной отправлялись 24 шиноби. Остальные входили в отряд Акайо. Нянята с недоверием смотрел на гору, убирая лапкой хлопья снега, что падали на его мордочку. «Эй, нянята, ты выглядишь как-то более напряженно, чем обычно». «Если атака Стелла затянется, вы здесь погибнете». «Ты так недооцениваешь наши навыки?» – проговорил я, слегка усмехаясь. «Дело не в этом. Противник занял хорошую позицию. Они довольно быстро оценят степень угрозы и пошлют отряд, чтобы остановить вас». «Знаю, но сейчас неожиданный удар может перевернуть ход сражения. Как видишь, мы не в самых лучших территориальных условиях». «Поэтому я и собираюсь тебе помочь». Неудивительно, что пошел снег, раз ты сам решил прийти на выручку. «Будешь должен мне. Я отправлюсь со вторым отрядом мне. Чем быстрее они достигнут цели, тем больше шансов, что многие из вас останутся живыми. И я хочу, чтобы ты сдержал свое обещание». «По-моему, ты что-то не договариваешь, так ведь?» «Возможно. Когда-нибудь я расскажу тебе». Я погладил Нинека по голове. Его блестящие глаза немного грустно посмотрели на меня. После этого он кивнул маленькой пушистой мордочкой и, запрыгнув на шею, как Кая, сказал: «Будь внимателен. Не позволяй себе расслабляться. Только не сейчас». «Я уже не помню, когда делал это последний раз», – неловко отметил я. С этими словами второй отряд отправился на оговоренную точку отправления. Я встал на уступ. Холодный горный ветер неприятно щипал щеки. От мороза ресницы покрылись инеем, а глаза то и дело слезились. Ужасные завывания прерывались канонадой взрывов и чрезмерно громких криков. Казалось, эта неприступная гора своеобразно смеется над нами, понимая, насколько мы маленькие по сравнению с ней. Как следует вдохнув воздуха, я ощутил прилив бодрости. Удары сердца отдавались в ушах, пульс бешено скакал, а внутри все горело. «Вперед!» – громко проговорил я, устремляясь вниз. Мы ринулись туда. Пока что удавалось оставаться незамеченными, и чем дольше это продлится, тем лучше. Снег хрустел под ногами, слегка снижая скорость перемещения. И я пальцами показал жест, и моя группа разделилась на 2 половины. 7 шиноби выбежала вперед меня. Через пару минут нашего передвижения с горы полетел град каменных глыб. Они с грохотом врезались в землю, оставляя массивные вмятины. Точность наш враг компенсировал количеством, вынуждая ежеминутно уклоняться. «Сейчас!» – крикнул я 7 шиноби. Те резко остановились, сложили ручные печати, применяя технику. «Стихия огня! Огненный поток!» Массивные кучи снега растаяли. Следом за ними выскочили еще несколько ниндзя, тоже используя свои приемы. «Стихия воды! Водный поток!» Вода собралась в огромные столбы и взмыла вверх. Пришел и мой черед блеснуть. Я заранее сложил печати обезьяны, птицы, собаки, овцы и, набрав полную грудь воздуха, задействовал технику. «Стихия огня! Огненный ураган!» Неукротимый поток пламени начал завихряться и стремительно столкнулся с водным, который взмыл вверх, напоминая стену из воды. Все поле начал покрывать густой белый пар. «Шашки, быстро!» – приказал Айба с остатками бойцов. Те резко выхватили связки дымовых шашек и метнули их в промежутки, которые не были захвачены стеной пара. Так мы смогли покрыть огромную площадь поля, чтобы полностью перекрыть обзор даже противнику на горе. Мимо нас стремительно проскочила Кая и его группа. Они быстро преодолели
преодолели расстояние и умело проскакивали по ту сторону гор. Теперь главное отвлечь внимание противника на себя. «Приближается!» – крикнул шиноби-сенсор. «Возвести укрытие!» – ответил я, используя грязь, что осталось после применения наших техник. Айба с товарищами сложил печати собаки-змеи. «Стена, тысячи глыб!» Земля резко взмыла вверх, тут же затвердевая. Она была недостаточно высокой, чтобы полностью заблокировать атаки, но ее могло хватить на некоторое время для нашей защиты. Мы резко прижались к стенкам, а новая волна глыб, на этот раз покрытых огнем, стала падать рядом с нами. Затем каменюки с грохотом сталкивались со стеной, которая служила укрытием. «Капитан, по-моему, мы привлекли их внимание», — сказал Айба с некоторой насмешкой. «Мы не можем тут вечно сидеть, скоро стена рухнет», — проговорил один из бойцов. «Но и бежать туда самоубийство», — ответил ему Айба. «Пока они так точно метают камни, нам ничего не грозит, а вот если сюда пошлют отряд, то будет уже не до шуток». Я выглянул из-за края стены. Кажется, они что-то задумали. Я не прогадал. Один из камней приземлился недалеко от нашего укрытия и докатился до противоположного от меня угла. «Фух, пронесло!» — крикнул боец, что стоял там. После этого раздался взрыв. Парня откинуло в стоящих рядом товарищей. Мелкие кусочки от камня болезненно впечатались в тело, оставляя небольшие травмы. «Черт, они прикрепляют к камням взрывные печати!» «Капитан, у нас 2 раненых!» «Поместите их в технику каменного убежища вместе с Иранином. Остальные за мной!» «Есть!» Нам ничего не оставалось, кроме как покинуть свое укрытие. Ситуация сейчас была не в нашу пользу. Не ровен час, они еще чего-нибудь придумают. Пока мы двигаемся, противник вряд ли сможет так быстро ориентироваться. Нам придется пойти на риск. Приближаясь к злополучной горе, я молился, чтобы Акая уже был на месте. В противном случае наши дела будут плохи. Более того, группа Какаши сейчас тоже не в самом лучшем положении. Хотя, зная моего друга, он наверняка уже близок к подножью. Нам едва удавалось уворачиваться от новых атак. Чакра и так была на пределе, а тут еще и постоянные атаки. К счастью, мы уже давно привыкли к подобного рода сюрпризам. Шиноби, закаленные боями и постоянными преследованиями, действовали максимально синхронно. Те, кто еще имел запас чакры, использовал техники, чтобы снизить число изощренных атак. В один момент рядом со мной впечатался огромный разряд молнии. Мое тело отбросило на несколько метров вперед. Я едва смог сгруппироваться, в голове все кружилось. Левую руку сильно жгло. Айба подбежал ко мне вместе с еще одним шиноби, подхватил под руки и поднял, унося вперед. «Капитан, вы как?» — говорил Айба на бегу. «Ничего, обычный ожог. Они решили использовать козыри. Неудивительно, ведь мы почти у горы. Где же там Акая с его планом?» Полностью придя в себя, я скопил немного чакры, сконцентрировался и послал огненный шар прямиком в сторону противника на горе. Послышался хлопок. Это позволило нам на пару минут передохнуть, не попадая под атаки врага. В эту минуту вдалеке послышался звук, напоминающий звериный рык. Даже земля задрожала от такой мощи. Казалось, сейчас произойдет землетрясение. «Капитан, смотрите!» – выкрикнул Айба, указывая пальцем на верхушку горы. Я поднял глаза кверху. Вершина начала рушиться. Огромные кучи снега и камней лавиной понеслись вниз. Это была ужасающая картина. Непреодолимая сила сносила все на своем пути. Будучи достаточно близко, я увидел, как вражеские шиноби пытались задержать этот обвал своими силами, но было тщетно. Лавина погребла всех заживо и, не думая останавливаться, неслась вниз. «Всем назад!» – скомандовал я, подталкивая рядом стоящих бойцов. Мы резко метнулись подальше, чтобы избежать участи наших противников. И это было очень вовремя, ведь, столкнувшись с землей, у подножья горы лавина разлетелась в разные стороны. Далее все, что происходило, совершенно не отразилось в моей памяти. Будто в этот момент действовал кто-то другой. Меня придавило к земле кучей сошедшего снега. В ту минуту я 1000 раз проклинал себя, что запихнул столько техник в этот свиток. Всепоглощающая тьма, которая не пропускает ни единого проблеска света. Я мог подумать, что умер, но толща снега, которая меня придавила, причиняла сильную боль, сдавливала грудную клетку. Мозг скоро перестанет нормально работать из-за недостатка кислорода. «Кто-нибудь видит капитана?» – прозвучал чей-то приглушенный голос. «Черт, он не мог вот так вот сгинуть!» – послышался второй, более обеспокоенный. «Ищите остальных, и я займусь поисками капитана». Я был бы и рад крикнуть, но любая моя попытка открыть рот приведет к тому, что я просто заполню его снегом. Дело дрянь.
Однако помирать тут я не намерен. Сконцентрировав чакру внутри тела, я кое-как сложил уже порядком замерзшие руки в печать тигра. Собрав остатки сил, что есть мочи, мои ноздри выдохнули поток горячего воздуха. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее снег вокруг начал таять, освобождая меня из этой ловушки. И я резко дернул рукой, вырывая ее наружу. Через несколько секунд меня полностью вытащили. Свет тут же ударил в лицо. Глаза несколько секунд привыкали. Протерев их рукой и сняв пелену, я увидел Айба. Тот казался бледным, будто бы увидел саму смерть. «Капитан, вы как?» – кричал он, тряся меня за плечи. От таких движений едва не вырвало. В голове все еще шумело. Я остановил своего нервного товарища и, болезненно улыбаясь, сказал: «Было лучше, пока ты не начал проявлять свою заботу». Фу, раз вы способны шутить, значит все в порядке», – проговорил Айба, усаживаясь на снег рядом со мной. Полностью придя в себя, резко повернул голову, пересчитывая бойцов. «Можете не переживать, к счастью, все обошлось. Честно говоря, если не все эти месяцы, на протяжении которых мы работали на территории врага, думаю, многие бы растерялись, но почти всем удалось вовремя защититься от лавины». «Я один, что ли, по толщу снега попал?» – обескураженно воскликнул я. «В общем-то, да, капитан. Вот же, это даже как-то позорно». О чем вы? Разве вы не помните, как вытолкнули двоих бойцов? Я? Нет, не помню. Я резко задумался, пытаясь вспомнить происходящее, и тут же в памяти всплыл этот момент. Рядом со мной находилось еще двое шиноби. Единственным верным решением было оттолкнуть их к стволу дерева, чтобы лавина не погребла тех вместе со мной. Видимо, не слабо меня приложила о землю. «Вы так всегда, капитан. О себе думайте в последнюю очередь», – грустно проговорил Айба. «Ребята очень переживали, когда не смогли вас найти». Я встал на ноги, отряхиваясь от снега и поправляя свою катану. Гора, на которой находился противник, теперь выглядела так, будто бы там никогда и не было этого вражеского пункта. Ужасающая сила стихии. «Я же обещал, что вы все вернетесь домой живыми», – сказал я, все еще не сводя взгляда с горы. «Но вы тоже часть команды», – выразил Айба. «А я и не собираюсь умирать. Ни сегодня, ни в будущем. Собирай отряд. Нам нужно срочно отправляться. Надеюсь, группа Какаши не пострадала». «Есть!» Шиноби быстро пришли в себя после случившегося. Думаю, их уже сложно чем-то удивить, но теперь нам срочно нужно было выдвигаться. Если у Какаши все прошло не так удачно, мы должны немедленно помочь им. Быстрыми, отработанными движениями мы перемещались по толще снега. Месяцы тренировок не прошли зря. Даже сейчас мы ловко лавировали по снежным кочкам, не проваливаясь вниз. На месте бывшего вражеского поста нас уже ждали Акая, Хисао, Нянята и другие ниндзя из его группы. Их лица были покрыты копотью. На некоторых местах виднелись ожоги. Я поднялся самый первый и увидел своих бойцов крайне уставшими. Но несмотря на свои травмы, те встали в одну шеренгу, смотря прямо на меня. «Капитан!» – громко продекларировал Акая. «Поставленная задача выполнена!» Я был обескуражен таким поведением и жестким соблюдением субординации. И лишь через несколько мгновений до меня дошло. Поодаль на них смотрели уже подоспевшие бойцы из группы Какаши. Их лица выражали невероятное изумление. Они держали дистанцию, не решая сделать хотя бы шаг ко мне или моим бойцам. Теперь все стало понятно. Мои товарищи не хотели ударить в грязь лицом. В их взгляде читалась гордость, чувство единства и даже некоторая радость. Айба быстро уловил эту мысль и выстроил остальных во вторую шеренгу. Эта сцена вызвала у меня на лице глупую улыбку. «Вы отлично справились с поставленной задачей, как и ожидалось от элитных шиноби», – проговорил я во всеуслышание, хваля своих подчиненных. Те усмехнулись, слегка тыркая друг друга локтями, прямо как дети, честное слово. «Чего вы встали как истуканы? Кажется, я дал четкий приказ, как можно быстрее найти выживших врагов, если таковые вообще имеются», – прозвучал холодный как лед голос, эхом отдающий по заснеженной площадке. «Простите, командир», – проговорил один из шиноби, тут же отправляя бойцов в разные стороны. «Срочно сенсоров!» Акая, Айба, Хисао, сказал я шепотом. «Помогите им и соберите оружие, которое найдете». «Опять работать?» – разочарованно пробубнила Акая, мигом потерявший свою бодрость. «Акая, это же приказ капитана!» – возмутился мой заместитель. «Ты же сейчас сам тут выпендривался». «Это была идея Хисао, я просто поддержал ее. Думал, так нас меньше нагружать будут».
Я-то думал, что за несколько месяцев ты уже понял, что со мной этот номер не прокатит, проговорил я, ухмыляясь и скрещивая руки на груди. Я проиграл битву, но не войну. Все равно лень всегда побеждает, капитан, ответила Кай, улыбаясь в ответ. Меньше философии, больше физической активности. Отдохнете дома, приступить. Есть, ответила троица и, собрав всех, кто мог еще работать, отправилась помогать остальным шиноби. Я еще минуту смотрел им вслед, но нянята тут же потыкал в меня своей лапкой. «Вы отлично справились», — сказал я, присев на одно колено. «Спасибо тебе». «Не, это все они. Я лишь указал короткий путь». «Ты здорово выручал меня все это время. Без тебя мне было бы крайне тяжело», — проговорил я, слегка смущаясь такому приливу чувств. «Не, Обитя, что это за выражение лица? Ты же капитан, не? Я твое призывное животное. Само собой, я тебе помогу». «Хм, прости, но ты не просто животное, ты мой друг», — искренне проговорил я. «Я?» — смутился нянята, после чего отвернул свою черную мордочку и пробубнил. «Человек и не Нека. Друзья? Вот уж». Фу, ерунда. Ты как глупый котенок, вот и все. Это просто моя работа, не? Ну да, ответил я, поглаживая его подбородок. Куда уж мне до великого нянята. Вот именно, не. Говори это почаще. Не зазнавайся, котяра. Слегка приподняв его за шкирку, я пригрозил. А то и правда кину тебя нинкеном, какаши. Да я их не боюсь. Вскрикнул нянята, делая попытку храбриться. Вон твой дурацкий дружок. Я повернул голову и увидел Какаши, который стоял и раздавал указания своим бойцам. В эту же секунду Ниннека резко испарился, оставив вместо себя лишь маленькое облачко дыма. Вот ведь мелкий хитрец. Я встал и отряхнулся. Глядя на своего друга, я заметил некоторые изменения. Было заметно, что он немного подрос. Даже, можно сказать, возмужал. Его голос стал грубеть, теряя детский тон, хоть и не до конца. Тело выглядело уже не таким худым, как раньше. Лишь его вечные торчащие серебряные волосы и маска на лице оставались неизменными. Я двинулся к нему, желая как можно быстрее наконец-то поприветствовать друга. С каждым шагом я замечал новые детали. Зеленый жилет Джоунина, который был на нем надет, выглядел весьма помятым, покрытым самым разными отметинами. Было видно, он прошел не один бой, чтобы оказаться здесь. И сейчас весь тот показушный момент, который устроили мои товарищи, показался мне весьма неприличным. Ведь я даже не знаю, что пришлось сделать Какаши, чтобы оказаться именно здесь. Скольких врагов он одолел и скольких товарищей потерял. От этой мысли мое лицо под маской слегка скривилось, и я застыл на месте. Какаши, который заметил меня, одиноко стоящего и смотрящего на него из-под лобья, выдохнул и подошел. Его взор был непривычно холодным и уставшим. «Какаши, я благодарен вам за помощь», – проговорил он, как будто бы мы вообще не знакомы. «А, ты ведь шутишь? Не узнал меня?» – спросил я, совершенно удивленный его реакцией. «Или ты за эти несколько месяцев забыл лицо друга?» Какаши вопросительно склонил голову и менторским тоном продолжил. «Мой друг – наивный глупый дурачок, который все время гонится за своей мечтой. Он вечно спотыкается, падает, частенько ноет, совершает глупости и всегда пытается найти добро даже в самых мрачных душах». Я молча смотрел в его глаза. «Да, такой мой друг. Сейчас же я вижу перед собой шиноби. Нет, не просто шиноби, а первоклассного ниндзя, который столько времени рисковал жизнью, чтобы выполнить свой долг перед деревней. Более того, этот Джоунин не бросил меня и помог в ситуации, где один я просто бы не справился. Больно уж ты крут для моего глуповатого друга Обита, не находишь?» Лицо Какаши стало терять привычную строгость, а под маской стала заметна широкая и добрая улыбка. «Ну ты и паршивец!» – воскликнул я, ударяя его в плечо. «Сразу ты не мог сказать нормально? К чему этот цирк был?» «Потому что ты и правда изменился, Обита», — сказал мой друг намного тише. «Я думал, что когда увижу тебя, будто бы вернусь в день твоего отбытия. Но после всего, что произошло, мне язык не повернулся бы сказать подобное. Единственное, что из моей первоначальной продуманной речи остается неизменным, это то, что я очень рад тебя видеть живым, Обита». Какаши протянул мне руку на минуту. Я оторопел от подобных слов. От них веяло теплом, неподдельной радостью и гордостью.
помощью. Я поспешил пожать другу руку. В эту секунду он крепко сжал ее, будто бы боялся, что это всего лишь сон. Двумя пальцами я приспустил маску с лица. Уголки моих губ поднялись вверх. Комок эмоций поступил к горлу, и с трудом я выдавил из себя слова. «Ты все же выполнил свое обещание?» Но я не собирался тебе проигрывать. Если я отстану от тебя, то точно разочаруюсь в жизни». Усмехнулся я. Самовлюбленный, как и всегда. Некоторые вещи не меняются. Какаши опустил мою руку и пожал плечами, после чего посмотрел на гору и проговорил. «Кстати, у меня один вопрос. Какого хрена ты устроил? Понимаешь, начал оправдываться я. Ничего не знаю. Да, я, конечно, сам виноват, попросил дурака помочь, но не ожидал, что ты тут устроишь такое. Если бы я не догадывался, что легкого пути ты не выберешь, то точно бы сейчас лежал в снежной могилке там у подножья. Так что потрудись объяснить мне». Я отвел глаза от испытывающего взгляда Какаши. Терпеть не могу, когда он так делает. Это всегда так пугало, бесило и лишало дара речи одновременно. «Это был тактический ход», — заявил я. «Тактический ход, значит?» «Да, нам нужно было одолеть врага, вот я и сделал это». Какаши приложил ладонь к лицу, качая головой. «Я ж тебя учил. Тактика. Знакомое слово? Иди к черту. Просто свиток с запечатанными техниками сработал лучше, чем я предполагал. Это тот самый, который тебе Минато-сенсей дал? Ага. В который ты запихивал кучу техник огня? Да, именно он. Обита, скажи мне кое-что. Чё, ты дурак или просто притворяешься? Чего? Вы, учихи, которые лучше всего владеют этими техниками, должны знать, какой разрушительной силой они обладают, и метнуть их в проклятую гору было просто гениальной идеей. Но если честно, это сделала Каянара. Я, так скажем, доверился его чутью. Лицо Какаши изменилось на непонятную мне реакцию, после чего он выдохнул и сказал: «Неудивительно, что вы выжили. Твой отряд такой же безбашенный, как и ты сам. С другой стороны, все же миссия выполнена. Хоть немного не так, как я предполагал, но в данной ситуации любая моя придирка – просто беспочвенный бред». «Неужели ты научился признавать ошибки?» – съязвил я, тыкая его локтем в бок. «А может, ты пойдешь в задницу?» Какаши не успел договорить. В эту минуту рядом с нами приземлилось нечто, разбрасывая снег в разные стороны. «Какаши!» – бодро прокричало это нечто, бросаясь на моего друга. Тело Хатаки тут же заменилось на бревно. Я отряхнулся от полетевшего в лицо снега и увидел, что личностью, прервавшей наш разговор, был Майта Гай. Держал бревно в руках, выражая полное недоумение на своем лице. «Привет, Гай!» – поприветствовал я, неловко потирая затылок. Удивленно промычал тот, вплотную приближаясь ко мне и с интересом разглядывая. «А мы знакомы?» Блин, еще один. Да не может быть такого, чтобы я так сильно изменился. Однако через несколько мгновений лицо Гая засияло, и он радостно воскликнул. «Не может быть! Убита, ты ли это?» «Да, рад, что ты меня узнал», — ответил я, делая шаг назад. «Ха-ха, да еще бы, ведь у меня прекрасная память. Как я мог забыть моего второго лучшего врага?» — сказал Майта, вновь приближаясь ко мне. Этому парню совершенно неизвестно понятие о личном пространстве. Неудивительно, что Какаши смылся. Вот ведь гаденыш. И что мне теперь делать? «Обита, разве ты не должен быть на миссии?» — задумчиво проговорил Гай, прикладывая руку к массивному подбородку. «Ну, как бы тебе сказать, главный штаб велел мне возвратиться в деревню, но Какаши попросил помочь, поэтому я здесь и...» Ясно, прервал меня Гай, кивая. «Я понял. И в тебе воспылала сила юности, жажда сражений и опасности, поэтому ты здесь, я прав?» И совсем он не прав. Если бы не просьба Какаши, я бы уже был на полпути в деревню. Или он думает, что рисковать своей задницей весело? Да, так и есть. Сила юности и то, что ты там еще сказал, да. Ответил я, желая быстрее закончить эмоциональную тираду Гая. «О, как и ожидалось от моего второго лучшего соперника. Не хочу хвастаться, но Какаши меня тоже попросил помочь ему. Он сказал: ох, Гай, ты стал настолько силен, что твоя помощь в этой операции просто необходима. Помоги мне», — продолжил друг, весьма старательно изображая голос Какаши, на что я приподнял одну бровь вверх. «Прям так и было?» «Конечно, я и Какаши уже давно на равных. Естественно, что он использовал силу блистательного зеленого зверя Канохи». Он уже и прозвище себе придумал. Ну, хотя бы Гай остался все таким же неунывающим и чудаковатым. Это даже радует. «И что же ты тут делал?»
Спросил я. Я обходил противника с правого фланга. Мы поймали отряд отступающих шиноби. Наверняка они хотели предупредить своих о нашем наступлении. Но мы быстро сломили их дух. Я хотел успеть сюда, но вижу, битва уже кончилась. Это ты постарался? Ну, что-то вроде того. Черт, это был довольно укрепленный пункт врага. Твоя сила явно выросла, процедил Гай, сжимая кулаки. Обита, давай соревноваться. Прямо сейчас, что ли? Да, в чем угодно. Чертов Какаши, он ведь знал, что так и будет. И как мне теперь отвязаться от этих глупых игр? Капитан, прозвучал голос позади меня. Я повернулся и увидел Акая Нара, который вяло плелся ко мне. Что случилось? Я хотел доложить, что мы достали выживших врагов из-под снега и уже передали их команде допроса. Что нам делать дальше? В эту секунду в моей голове родилась довольно интересная и подлая идея. Применив весь свой актерский талант, я повернулся к Гаю и сказал: «Знаешь, вот этот человек, Акая Нара, командир второй группы из моего отряда. Он крайне умен, силен и быстр. Думаю, если ты с ним справишься, то мы посоревнуемся». Гай сначала посмотрел на меня с недоверием, как бы проверяя искренность сказанного, после чего захохотал и воскликнул: «Ха! Да без проблем. Обожаю новые вызовы и сильных противников». Чего? Вызовы? Противник? Вопросил Акай с недоумением, глядя на меня. Я впился в него глазами, всеми фибрами души умоляя помочь мне. Как и ожидалось, догадливый член клана Нара понял мой посыл. Выдохнул и пробубнил: «Боги, ну и Марокко. Гай-сан, так?» «Да». «Тут у нас куча оружия и коробок, которые нужно спустить вниз. Посоревнуемся?» «Я ждал этого. Я покажу тебе силу юности, Акико!» «Акая, неважно, вперед! Кто принесет меньше всех, тот и проиграл!» С этими словами Гай рванул в сторону шиноби, которые укомплектовывали коробки с найденным оружием. «Фух, ты спас меня, Акая!» – сказал я, выдыхая. «Капитан, предупреждайте заранее. Прости, но я и сам не ожидал подобного. Зато мне меньше работы. Этот парень на удивление быстр. Да уж, сам поражаюсь, откуда в нем столько энергии. Значит, можно немного отдохнуть», – потянулся Акая, зевая. «Может, он нас и до деревни дотащит, а то я с ног валюсь». Мы добродушно посмеялись. Когда он ушел, я начал оглядываться в поисках Какаши. «Эй, вылезай давай, он ушел». Из-за склона небольшого снежного холмика вылез Какаши с небольшой книжкой, которую он тут же убрал в сумку на поясе. «Это было подло, знаешь ли?» – возмутился я. «На войне как на войне. Ты не представляешь, сколько раз я уже соревновался с ним. Боюсь даже подумать. И как же с ним обстояло дело?» Выдохнул Какаши. Он увязался за мной до самого кабинета Хокаге, конюча, чтобы его пустили на серьезные задания. Лорд Третий так устал от этого, что просто сдался. «Поэтому ты послал его на правый фланг?» Ну, его энтузиазм действительно заразителен. Более того, Гай далеко не слабак. Я знал, что он довольно быстро справится с заданием. То есть вы и правда на равных? И еще чего? 100 в мою пользу, 99 в его. Я слегка прищурился, упрекая Какаши в его любви к позерству. Мой друг сразу осознал, что ляпнул лишнего, и, кашлянув, проговорил: «Ну, раз уж ты мне помог, то я не хочу оставаться в долгу. У меня для тебя есть хорошая новость. Рин здесь». После того, как я услышал это имя, мое сердце забилось в несколько раз быстрее. Я старался не выражать лишних эмоций, чтобы не нарваться на шуточки Какаши, но... «Где?» – резко воскликнул я. Черт, миссия провалилась. «Видел бы ты свое лицо», – сказал Какаши. Ладно, прости, я понимаю, для тебя это важно. Рин внизу, недалеко от подножья холма. Там в лесу был наш лагерь. И Рин сама вызвалась помогать, когда узнала, что возможно встретиться с тобой». «Вы знали заранее? Так почему ты не написал раньше?» Честно говоря, я лишь предполагал. Минато-сенсей сообщил о крупном наступлении, а потом мне дали это задание. Нетрудно предположить, что деревне понадобится информация, которую вы узнали, а также опытные шиноби, имеющие опыт в диверсионной и разведывательной сфере. Твоя дальновидность порой меня пугает. Сразу видно, что у тебя нет личной жизни. «Смотри, Рин», – сказал Какаши, указывая пальцем за мою спину. Я резко повернулся, но там никого не было. Когда я вновь посмотрел на Какаши, тот, сложив руки на груди,
кивал головой в такт своим словам. Вот в этом разница между нами. Кто-то же должен думать холодной головой. Стоит тебе услышать имя Арины, ты тут же становишься как ребенок. Будто бы два разных человека, честное слово. Ты ничего не понимаешь, сказал я, слегка обидевшись. И вот опять. Тебе что, 5 лет? Я опустил голову, сдаваясь под напором его аргументов. Действительно, вся моя расчетливость и хладнокровие растапливалась под воспоминаниями милой и доброй улыбки Рин. Ты прав, просто мысли о вас, и Рин в особенности, позволяли мне держаться все это время. Я не виню тебя, просто не забывай, что ты все же шиноби, умей держать свои эмоции в узде. Я видел много примеров, когда мои товарищи, обезумевшие от потери близкого друга, совершали ужасные вещи, а в итоге находили свою смерть. Я не хочу, чтобы с тобой или Рин такое произошло. И его слова не были издевкой. Во взгляде читался неподдельный ужас и беспокойство, ведь именно смерть Рин в той жизни свела меня на путь зла. И если я хочу ее защитить, то должен контролировать всплески эмоций, особенно сейчас. Я не дам вам погибнуть и смогу всех защитить. Иначе как же я стану Хокаге, если не смогу спасти моих друзей? Проговорил я, вытягивая кулак в его сторону. Какаши удивленно моргнул пару раз, как бы выходя из задумчивости, после чего усмехнулся и ударил своим кулаком о мой, проговорив: «Ха, теперь я больше узнаю тебя. Сам уверен, как и всегда, что-то действительно не меняется». «Эй, Какаши, это же мои слова!» Какаши понимал, как сильно я хочу встретиться с Рин, поэтому взял на себя командование группами. Он сказал, что у нас все еще есть время, пока не прибудут основные силы, чтобы укрепиться на этом рубеже. Я быстро спустился вниз к подножью и незамедлительно направился к лесу, где немного глубже располагался медпункт. По мере приближения я стал слышать множество голосов. Так мне удалось найти месторасположение временного лагеря. Картина там была весьма печальной. Большое количество шиноби лежали на носилках рядом с медицинскими палатками. Многие из них были в довольно плачевном состоянии. Оторванные конечности, глубокие рваные раны, что кровоточили даже несмотря на старания ренинов, бинты, пропитанные кровью. Мимо меня пробежали санитары, которые несли одного из раненых. Краем глаза я заметил, как рана на его руке уже начала гноиться. Лицо его было бледным и совершенно не выражало никаких эмоций. Казалось, он уже давно оставил попытки цепляться за жизнь. Ниндзя-медики кричали из своих палаток, чтобы заносили следующего. Но самое ужасное — это ровные рядки из трупов, которые накрыли тканью. Я уже давно привык видеть смерть и сам множество раз убивал, как в этой, так и в той жизни. Но именно сейчас, видя все это, я чувствовал, как мое сердце щемит, будто бы я был причиной всему этому. Ведь я все еще не смог прекратить эту войну, хотя мог ли вообще? Из этих печальных раздумий меня вывел мелодичный, но строгий женский голос. «Прошу прощения», — проговорила она, постучав указательным пальцем по моему плечу. И я повернулся. Передо мной стояла невысокая девушка Ирени. Она имела светло-коричневые волосы, заплетенные в хвост, который опускался чуть ниже плеч. Серо-голубые глаза смотрели на меня сквозь линзы круглых очков. В них читалась необычайная строгость и даже некоторое раздражение. «Как я вижу, вы легко ранены. Неужели не можете сами себя перевязать?» «Но я... Разве вы не видите, сколько сейчас у нас работы? Чем только занимаются иренины в отрядах?» «Я вовсе не... Будто бы мы тут прохлаждаемся, а они, зная все, направляют и направляют». Девушка никак не хотела меня слушать. Ее властный тон просто не оставлял мне шанса вставить слово. Если честно, на мгновение даже почувствовал стыд, но быстро покрутил головой, отбрасывая все это, и резко прервал ее тираду. «Послушайте, я вовсе не раненый. Я ищу Иринина, ее зовут Нахара Рин». Девушка застыла на месте. Кажется, я слишком громко сказал эти слова, напугав ее. Однако через несколько секунд она прищурилась, как бы вглядываясь в меня. Ее лицо тут же стало добродушным и даже более веселым, что удивило. Вы Обита-сан, я ведь права?» «Да, я Обита-учиха», — проговорил я, недоумевая, откуда меня знает эта девушка. «Простите, должно быть, вы меня не помните», — сказала она чуть тише, прижимая к себе папку-планшет. «Я Нана Тиба.
Я еще раз присмотрелся к девушке, и тут меня осенило, ведь именно она сражалась с Рин, когда мы сдавали экзамен на Чаунина. С того времени Нана сильно изменилась, превратившись из зажатой девочки в уверенную в себе девушку, которая стояла грациозно, выпрямив спину. Ее осанка прямо-таки выдавала некую гордость за свое положение в полевом госпитале. «Нана, мы ведь виделись на экзамене, не так ли?» – спросил я, пытаясь подтвердить свою догадку. «Я так рада, что вы вспомнили Обита-сан», — сказала она, улыбаясь мне. «Да, я была противницей Рин-сэмпай. Ох и простите, что я тогда была такой эгоистичной дурой. Мне очень жаль». Проговорив это, она склонила передо мной голову. Я почувствовал на себе взгляды со стороны и тут же поспешил прекратить это. «Нана, тебе не за что извиняться. Как вижу, теперь ты полностью отдалась любимому делу», – протараторил я, слегка взяв ее за плечи. «Да, это так. Я восхищалась Рин-сэмпай и долго практиковалась, чтобы быть достойным юринином, и она очень во многом мне помогла. Теперь я нашла свой истинный путь». Нана сильнее прижала к груди планшет. Ее лицо слегка залилось краской, однако она быстро пришла в себя и спросила: «Вы ведь пришли повидаться с Рин-сэмпай?» Ну да, просто мы так давно не виделись. И вот я узнал, что она здесь», – тараторил я, неловко потирая затылок. Да, на лице у вас все написано, Обита-сан. Понятное дело, что после такой долгой разлуки вы хотите увидеть любимую». «Да, то есть, я не это имел в виду, просто...» «О боги, не волнуйтесь вы так, я все знаю». Выдохнул я с облегчением. «Я имею в виду, что это уже и так почти все знают, только слепой бы не заметил». «Вот как?» – проговорил я разочарованно. «Кажется, моя конспирация уже попросту бесполезна». «Но, даже несмотря на ваш сильный любовный порыв, пустить вас к Рин-сэмпай вот так вот я не могу». «Почему?» Но вы посмотрите на себя, весь какой-то грязный, и пахнете какими-то сырым котом? Тонкий у тебя нюх», – пробубнил я себе под нос. «Нет, так не годится. Вот вам полотенце. Идите, приведите себя в порядок, а я пока прослежу, чтобы Рин-сэмпай освободилась хотя бы на 10 минут». «Она ведь...» – начал я с тревогой в голосе. «Работает на износ?» «Да, я очень за нее переживаю. Последнее время она полностью посвятила себя работе. Говорит, что не может просто сидеть на месте и смотреть, как эта ужасная война забирает жизни людей. Я пытаюсь уговорить ее поспать, но получается лишь, когда она падает без сознания за операционным столом». Я сжал кулаки с такой силой, что костяшки захрустели. «Рин, что же ты делаешь? Почему ты всегда так жертвуешь собой?» «Поэтому я хочу стать такой же, чтобы хоть немного облегчить ее ношу». «Думаю, помогаешь ты мне по той же причине?» «Конечно, все ради Рин-сэмпай. Она стала для меня учителем и другом, и, увидев вас, наконец-то сможет сбросить ту ношу переживаний, улыбнуться так же лучезарно, как тогда на экзамене. Поэтому не смейте ее разочаровывать, Обита-сан». «Есть», – отчеканил я, улыбаясь. «Тогда приступайте. У вас есть 5 минут». С этими словами Нана побежала к одной из палаток. Я подошел к ведру с водой. Глядя в отражение, стало понятно, о чем говорила Нана. Я даже, провалявшись в пещере Мадары, не выглядел так ужасно. Мои руки зачерпнули немного воды. Грязь и запекшаяся кровь струйками стала капать вниз. Умывшись, я попытался убрать непослушно торчащие волосы, но все было тщетно. Бабушка говорила это у меня от отца. Через несколько минут после наведения марафета я увидел лицо Наны, которая выгнала всех из палатки и жестом указала мне идти к ней. Пробиваясь сквозь небольшую кучку ренинов, я зашел внутрь. Ноги по привычке ступали легко и бесшумно. Я увидел Рин, стоящей спиной к нам. Мое сердце громко застучало. Казалось, еще миг, и она услышит это сумасшедшее биение. Каштановые волосы, которые теперь были на уровне плеч. Медицинская форма, смотрящаяся немного мешковато, но придающая шарма. Рин сняла окровавленные перчатки и встряхнула руками в воздухе. Я видел, как из ее рта вырвался тяжелый выдох. Видимо, она провела еще одну сложную операцию. «Я оставлю вас наедине», – очень тихо прошептала Нана. «Спасибо тебе», – также едва слышно ответил я. «Если вы не против, то у меня будет потом к вам пара вопросов». «Конечно», – сказал я, улыбаясь. Нана тихонько удалилась из палатки, встав у входа, чтобы никого не пускать. Легкой поступью я подбирался к Рин. В голове мелькали сотни вариантов, как поступить. Но я решил, что сейчас вряд ли смогу найти самые подходящие слова. Поэтому, подойдя почти вплотную, я закрыл своими ладонями ее глаза
и проговорил шепотом: «Угадай, кто?» Рин слегка вздрогнула, после чего положила ладони на мои руки и проговорила спокойно и сдержанно: судя по всему, какой-то парень». «Ну, не просто же парень», — сказал я с ноткой обиды. «Ах, ну да, тот самый парень, что ушел почти 4 месяца назад и не прислал ни одной весточки о себе, заставив меня переживать», — проговорила Рин с укором. «Но у него же не было возможности». «Оправдание, оправдание». Наступила секундная тишина. Затем ладошки Рин, которые были слегка вспотевшими после перчаток, стали поглаживать мои шероховатые кисти. «И этот юноша, тот, по кому я так скучала, которого ждала каждый день, мечтала увидеть, но могла делать это лишь в снах. От этого мне было еще больнее. И сейчас он тут, и из сотни вариантов выбрал именно этот, потому что, скорее всего, как всегда, не знал, какие лучше подобрать слова». Рин тихонько захихикала, а я следом за ней. Она хорошо знает меня, а я ее. Маленькие ладошки убрали мои руки с глаз. Рин повернулась ко мне. Ее карие глаза блестели так ярко, словно звезды на чистом ночном небе. «Я вернулся», — проговорил я слегка хриплым голосом. «Кажется, ты перепутал. Тут надо было сказать: я тебя люблю». «Ну, я просто не хотел быть банальным». «Ну, не в этом же случае. Я так скучал по твоим подколам, Рин. А я по твоему вечно смущенному лицу», — ответила она почти шепотом. Личико Рин выглядело почти белоснежным. Взгляд казался жутко уставшим. Было видно, она измотана еще больше, чем при моем отбытии из деревни. Лишь слегка покрасневшие щечки вселяли в меня надежду. Я положил руку на ее мягкую щеку, поглаживая. Она приложила свои ладошки к ней, прижимая сильнее. Непослушная прядка волос скатилась на лоб, немного прикрыв ее лицо. Я поправил ее и сказал: «Каждый раз, когда вижу тебя, ты становишься все прекраснее и прекраснее». Уже лучше. Кажется, ты зря не терял времени, пока был на задании». Я хотел поцеловать Рин, но она меня опередила. Ее сухие от мороза губы впились в мои. Мы слились в едином поцелуе, прижимаясь друг к другу телами. Моя рука опустилась на ее тонкую талию, прижимаясь сильнее к себе. И будь сейчас хоть конец света, я бы ни за что не отпустил ее. Руки Рин обвелись вокруг моей шеи, а пальцы неуемно забирались в мои волосы. Этот долгий поцелуй передавал все то, что мы просто не могли описать словами. Страхи, боль, разлуки, нашу веру в любовь друг к другу и стремление вновь быть вместе рядом друг с другом. Рин посмотрел на меня и, поглаживая рукой мои волосы, подметила с ноткой ехидства. «И когда это ты заимел такую шевелюру, «Тогда же, когда и ты», — ответил я, пропустив часть ее волос через пальцы. А я надеялась тебя удивить». «Тебе это удалось. Только теперь я чуть-чуть завидую тому, как отлично смотрятся твои волосы. Нужно их состричь», — проговорила Рин, прижимаясь ко мне и смеясь. «Это ты называешь чуть-чуть завидую?» — театрально возмутился я, ткнув пальцем в ее щеку. «Знаешь, Обита», — прошептала Рин, «я думала, что когда увижу тебя, то заплачу. Все это время мне казалось, что так и будет». «Ничего страшного, если тебе это не нужно», — ответил я, поглаживая Рин по голове. «Эй, я же не договорила. Мне казалось так, но сейчас, когда ты наконец рядом, я не чувствую той тяжести. Мне совсем не хочется плакать, как в каких-нибудь книжках про романтику. Я просто счастлива, и это дает мне сил. Возможно, я выгляжу в твоих глазах неженственной». «Да уж, обычно тебя точно не назовешь», — воскликнул я. «Какая девушка будет постоянно подкалывать своего возлюбленного, устраивать ему нелепые ситуации, доводя до крайней степени смущения, а потом ехидно улыбаться, щуря свои карие глазки, «Ну, это, пожалуй, только я», — гордо согласилась Рин. «Вот именно, это мне и нравится. Несмотря на все трудности, невзгоды и зло, что нас окружает, ты всегда остаешься сильной и улыбаешься. Тепло, которым ты заряжаешь людей, не дает им сломиться. Для меня ты всегда была проводником даже через самые темные моменты жизни». Рин слегка оттолкнулась от меня. Ее взгляд с нежностью и благодарностью всматривался куда-то вглубь моей души. «Надеюсь, ты тут комплиментами меня осыпаешь не потому, что хочешь оставить эту прекрасную шевелюру, Обита». «Чего?» «Да я шучу. Просто у тебя такое милое лицо всегда, когда меня хвалишь». Я хотел возразить, но, услышав звонкий смех Рин, не смог сдержать улыбки. Она вновь меня провела, а я и правда скучал по этому смеху. Продолжение следует.